Приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Скажу откровенно, по плану сегодняшнее видео должно было быть посвящено характеристике агрогороскопу с 13 по 14 февраля 2022 года. Но столько комментариев и мнений пришло с поддержкой темы значения солнечно-лунных циклов для жизни растений, что это видео получилось своеобразным отчетом наших трудов в изучении планетарных ритмов и особенно Солнца и Луны. Название «Используйте грабли по назначению, а не для» – это та информация, которая поможет многим не повторять свои ошибки и наши ошибки, не становиться на одни и те же грабли, старые догматические установки эпохи рыб в процессе выращивания растений и в организации своей жизни. Почему некоторые до сих пор живут далеким прошлым, не понимая, что мир и Земля живут совсем по другим правилам и законам? Почему мы дожились до того хаоса, в котором находимся? На эти и другие вопросы мы постараемся сейчас ответить. Наша проблема в том, что мы отделяем человека от всех других участников игры на Земле. Да, это игра. А ведь в пространстве человека множество помощников, которые созданы самим же человеком. И все они, а это и животные, и птицы, и растения, кстати, от сорняков до садовых больших деревьев, все они находятся в наших энергиях, созидательных или же разрушительных. Все это зависит от человека. Многие из наших помощников, скорее всего, все стараются помочь человеку перейти в здоровую, радостную жизнь. Любое овощное растение или же растение в саду, посаженное, посеянное человеком, который болеет чем-то, старается изо всех сил наработать, собрать оздоровительные энергии, чтобы подарить затем в своих плодах исцеление человеку. Наши помощники всегда использовали для этих целей энергии Солнца, Луны и различных планет. Однако в эпоху рыб знания и использование энергии космоса были закрыты. Доступ к знаниям был только у очень узкого круга людей. Только в 2000-е годы стали появляться в печатных изданиях лунные календари. Это были первые ласточки. Мы пользовались ими, но не всегда получали ожидаемый результат. Надо было еще пару десятилетий провести много испытаний, чтобы понять очень важные тонкости лунного календаря. Это только лунного календаря. Казалось бы, тема раскрыта и понятна. Но 2 года назад судьба привела нас к использованию солнечного календаря. Даже простое чтение значений и задач каждого солнечного дня и солнечного месяца дарило нам новые и новые открытия. Кстати, мы этим делились в наших социальных сетях этой информацией и получали точно такие же отклики. И главное из этих открытий – энергии Солнца, Луны и других планет Солнечной системы формируют энергетику всего живого на Земле. Человек, учитывающий планетарные ритмы, может прийти к пониманию природы, действия ее законов, управляющих судьбами Вселенной. А судьбы и Вселенной, и наши судьбы, они практически одинаковы для нашего Творца. Они все очень важны и ценны. Знания приходят тогда, когда человек готов к их восприятию, принятию и использованию в работе над собой. Видимо, поэтому 2 года назад к нам пришли вот эти новые знания о солнечном календаре.
И каждый солнечный и лунный день – это показатель определенного типа энергии. Эти энергии взаимодействуют друг с другом и дают ежедневно, и даже в течение дня какие-то возможности или же ограничения. Солнце, Луна, планеты Солнечной системы создают гамму различных вибраций. Учитывая эти вибрации, мы сможем сделать свою жизнь более яркой и наполненной, и результативной. А особые задачи для настройки Земли, всего живого или всего сущего на Земле лежат на тех, кто трудится на Земле. Огородники, садоводы, цветоводы, дачники и все те, кто бережно относится к самой Земле, к ее крови, а это все воды Земли, ко всем растениям, пусть эти растения даже находятся в горшках, в квартирах. Вот эти все творческие человеки выполняют особую миссию. Да, и многие из вас уже это открыли у себя, вот эту миссию, и это замечательно, мы радуемся за вас. Мы с вами даем жизнь юным душам, пришедшим на землю, пройти быстрый и качественный путь души. Вот этот своеобразный квантовый скачок с помощью человека и через человека, который посеет семена, вырастет растение и съест затем витаминные плоды, листики, цветочки, все, что подарит это растение. Анализируя множество своих испытаний с растениями, я открыла для себя такую вещь. Судьба вела меня в трудах с юными душами, с растениями для того, чтобы я поняла суть работы энергий Солнца, Луны и других планет в развитии, в эволюции моей души и всех душ тех, кто согласился быть посаженным в землю в неблагоприятные периоды, честно признаюсь. Вот эти души не получили во время моих экспериментов нужную, качественную солнечно-лунную энергию. Но своими жизнями они показали мне пути, способы, методы, которыми я должна довести до совершенства, хотя это громко сказано, совершенство, но как бы проще сказать и быть, чтобы все было понято. Есть такая житейская и привычная фраза «становиться на одни и те же грабли». Так вот, вижу свою задачу передать знания и опыт солнечно-лунных энергий всем, кто желает жить в гармонии с природой, с миром и получать добротный урожай овощей, фруктов, ягод, выращивать прекрасные цветочные, декоративные растения, дарящие радость душе и здоровое дыхание телу. Плюс наш труд на земле в таком случае дарит, самое главное, качественную жизнь юным душам, у которых уже нет времени на множество воплощений. Эпоха рыб завершается. И начинается новая эпоха Водолей. Ее дыхание, свобода, равенство, справедливость, новый мир, новые идеи и новые подходы к организации своей жизни уже во всем ощущается. И столько человеков проснулись благодаря вот этим новым энергиям. Отличительной чертой Водолея является человеколюбие и стремление к синтезу науки. И науку мы познаем, раскрываем все новые ее грани. А искусство – это не обязательно писать стихи или рисовать картины, создавать новые коллекции красивой одежды и так далее. Эти таланты заложены в единицах человеков, и они очень важны и нужны. Но это будет однобокое сообщество одних художников. Думаю, что было бы неинтересно. Ну, общаться, конечно, можно, но должны быть и другие, профессий в будущем нету, другие те занятия, которые будут разнообразны и представлять интерес в жизни. Все должно быть в гармонии, а гармония с природой наиболее достигается тогда, когда человек создает у своего дома райские сады.
Пусть это будет маленький сад, но в нем грядки с урожайными, целебными, витаминными овощами, с красивыми, здоровыми деревьями. И неважно, какие это деревья, обычные высокорослые или небольшие, карликовые. А на деревьях цветут яркие цветы и созревают целебные плоды и ягоды, которые также нам дарят юные души. А цветы? Почему в последние годы такое большое желание выращивать розы, хризантемы и другие цветы? И многие с помощью черенков этих уникальных растений создали уже настоящие райские цветники. А цветы – это уже не юные души, это зрелые души, которые помогают человеку перестроить себя, открыть в себе Творца. Как красиво цветы помогают нам настроить свое дыхание на новую волну энергии эпохи Водолей. Если же цветы имеют еще и особый аромат, то с нашими легкими, с нашими органами дыхания происходят настоящие чудеса: оздоровление, расширение нашего энергетического поля и развитие творческих сил, которые спали, очень долго спали. И вот теперь вот эти прекрасные растения, они помогают проснуться нашим тем внутри Творцам. Водолей символизирует сотрудничество, дружбу, гуманизм, новаторство, изобретательство и информатизацию. Наша задача в сотрудничестве с природой передавать те знания, которые мы получили. Это знания и достояние наших мудрых предков. И вот они сейчас из хроник Акаши приходят к нам. И мы испытываем, получая опыт. И мы вот этот опыт передаем тем, кому он нужен. Водолей – самый светлый и свободолюбивый характер зодиака, устремленный в будущее и способный объединить людей в сообщество во имя того, что во имя чего-то такого светлого, прекрасного, во имя того очень светлого мира, который сопутствует любой новой, прогрессивной идее, которая поможет раскрыть творческие таланты каждого человека. Мы с вами вошли уже в воды Водолея и просыпаемся. Ведь это зона трансформации, и спать Водолей не даст никому. Не даст жить в энергиях религиозных догм, в правилах, установленных еще указом римского императора Константина, где ставятся во главу женские и мужские дни недели, и всего 7 планет Солнечной системы в эти дни недели. Это очень интересная тема, но она не дает покоя некоторым нашим зрителям, и они пишут мне об этом. Не сдаст вот эти энергии Водолея, не дадут жить в энергиях чисто только одной Луны, оторвав ее от гармоничной, красивой картины всей Солнечной системы, где каждая планета, каждое светило помогает нам трансформироваться и войти в новую эпоху. Вот поэтому мы искренне и честно делимся своими знаниями и опытом. На сегодня мы учитываем солнечно-лунные циклы и влияние Венеры на жизнь растений. Но в эпоху Водолей важную роль будут играть и играют уже и другие планеты. Таких сочетаний энергий не было в эпоху Рыб, и этого нет в информационном поле уходящей эпохи. Сейчас у нас с вами все новое, только начинается. Нас ждут новые и новые открытия, и дух захватывает, когда анализируешь, как сейчас работают энергии разных планет Солнечной системы. Мы записываем, снова же делаем анализы. Это настолько интересно, и нигде об этом ничего нет. Нужны еще годы, чтобы понять и осмыслить все эти трансформации с нашими телами, с планетами, с климатом, с погодой, с растениями, которые и станут фундаментом наших райских садов, где каждый человек станет творцом мира, гармонии, красоты и своего благополучия.
На этом мы завершаем сегодняшнее видео. Видео откровение, видео послание, видео ответ на многочисленные вопросы. Где мы берем информацию, кто источник, кто это придумал. А это все есть в хрониках Акаши и в эфирном поле нашей планеты, которое уже топает семимильными шагами в новые энергии, энергии света, созидания, гармонии и мира. Мы прощаемся с вами до следующего видео. А подготовили сегодняшнее видео Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.